Дорогие друзья, присоединяйтесь. Сегодня мы с вами научимся вязать очень интересное и в то же время достаточно простое плетение, популярное в интернете. Крючок 1,4, пряжа у меня стопроцентный мерсеризованный хлопок, 169 метров 50 граммах, но вы можете взять буквально любую пряжу и подобрать крючок. Начинаем выполнение нашего узора с 41 воздушной петли. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. Набираем нашу цепочку, пока не будет 41 воздушная петля. Прежде чем продолжить выполнение нашего узора, давайте посмотрим на наши раппорты. Смотрите, раппорт в ширину у нас с вами 8 петель. Раппорт в высоту 4 ряда. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И так повторяется. Само плетение несложное. Еще раз повторюсь, располагается на 8 петлях. Когда мы набираем с вами цепочку, мы наши 8 петель умножаем на количество раппортов, которое у нас будет. Далее мы добавляем 7 петель, потому что в последнем плетении у нас нет одной воздушной после столбика. И добавляем еще 2 петли для формирования полотна. Повторюсь, раппорт в ширину 8 петель, раппорт в высоту 4 ряда. Продолжаем работу. Я выполнила цепочку из 41 воздушной петли. Далее я выполняю еще одну воздушную петлю для перехода от одного ряда к другому. Во вторую петлю от крючка я ввожу крючок и выполняю столбик без накида. И будем с вами в каждую петелечку провязывать по столбику без накида. Так мы вяжем до конца нашего ряда. Мы с вами связали ряд столбиков без накида и приступаем к выполнению ряда наших плетений. Я провязываю 6 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Работу разворачиваю. Далее выполняю 5 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4, 5. И смотрите, отсчитываю от этой вершинки, ее тоже считаю. 1, 2, 3, 4, 5 и ввожу крючок в шестую петлю. И провязываю столбик с 5 накидами. 3, 4, 5 и 2 вместе. Далее воздушная, 5 накидов на крючок. Пропускаю очень внимательно одну вершинку, в следующую ввожу крючок. Столбик с 5 накидами. 1, 2, 3, 4, 5 и 2 вместе. Воздушная и 5 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь очень внимательно. Мы с вами, смотрите, будем провязывать наш столбик, при этом заводим крючок сверху, а затем снизу. Отсчитываем от провязанной вершинки 1, 2, 3 и в 4-ю вершинку я ввожу крючок и провязываю столбик с 5 накидами. Не спешите. 1, зацепилась ниточка.
2, 3, 4, 5. Провязали. Давайте я поправлю и покажу, что получилось. Обязательно выполняем воздушную. И вот смотрите, видите, наше плетение уже частично готово. Далее столбик с 5 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь очень внимательно завожу крючок снизу и сверху. Ввожу крючок от провязанной вершинки раз во вторую. И опять же берем поудобнее и провязываем столбик с 5 накидами. Не спешим. 1, 2, 3, 4, 5 и 2. И воздушная. Не забываем выполнять воздушную. Останавливаемся и смотрим, что у нас с вами получилось. Вот такое красивое, нежное и очень аккуратное плетение у нас получилось. Далее я вяжу, точнее выполняю 5 накидов на крючок и провязываю столбик с 5 накидами. От провязанной вершинки я отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5 в шестую. Мы всегда с вами будем провязывать в шестую. Столбик с 5 накидами. 1, 2, 3, 4, 5 и 2. Воздушная. Не забываем всегда воздушную выполнять. 3, 4, 5. И столбик с 5 накидами через вершинку. 2, 3, 4, 5 и 2. Воздушная. Далее опять же 1, 2, 3, 4, 5. И очень внимательно сверху и снизу. От провязанной вершинки 1, 2, 3 в четвертую я ввожу крючок и провязываю столбик с 5 накидами. 1, 2, 3, 4, 5 и 2. И воздушная. Вот наше плетение. И продолжаем работу. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь снизу и сверху. От провязанного 1 во вторую вершинку. Вот таким образом. 1, 2, 3, 4, 5 и 2. И воздушная. Останавливаемся. И наше второе плетение готово. Вот такие у нас с вами плетения получаются красивые, ажурные, очень нежные. И так мы вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами выполнили вот такие красивые плетения. И завершаем выполнение самого ряда. Я обращаю ваше внимание, что после последнего плетения мы не выполняем воздушную петлю, а сразу приступаем к выполнению столбика, внимательно с 4 накидами. Я ввожу крючок в вершинку столбика без накида и провязываю столбик с 4 накидами. Вот таким образом связали. Продолжаем нашу работу и приступаем к выполнению следующего. Это третий ряд нашего раппорта в высоту. Первый ряд столбики без накида, затем плетение. И сейчас третий ряд это будут столбики без накида. Воздушная. Работу разворачиваю. В вершинку столбика ввожу крючок, столбик без накида. Продолжаем. Вершинку столбик без накида, под воздушную столбик без накида. Вершинку столбик без накида, под воздушную столбик без накида. Вершинку столбик
без накида, подвоздушную, столбик без накида. Вершинку, столбик без накида, подвоздушную, столбик без накида. И так мы чередуем с вами. Здесь все очень просто. И вяжем так до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Повторюсь, раппорт в ширину у нас с вами 8 петель, раппорт в высоту 4 ряда нашего узора. Я завершаю выполнение нашего третьего ряда. Это столбики без накида. Очень внимательно ввожу крючок в шестую воздушную петелечку подъема, выполняю столбик без накида. И могу приступить к выполнению следующего четвертого ряда раппорта в высоту. Это столбики с 4 накидами. Я выполняю 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петелечек подъема. Далее 1 воздушная петля арочки, работу разворачиваю. Выполняю 4 накида на крючок. Пропускаю первую вершинку, вторую и в третью ввожу крючок и провязываю столбик с 4 накидами. Мы с вами в этом ряду будем чередовать столбик с 4 накидами и воздушная петля. Столбик с 4 накидами готов. Далее воздушная, 4 накида. Пропускаю вершинку, в следующую столбик с 4 накидами. Все очень просто. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Воздушная и опять столбик с 4 накидами. Вот так выполняем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение нашего ряда столбиков с 4 накидами. После того, как я выполнила воздушную, 4 накида на крючок, пропускаю одну вершинку и вершинку последнего столбика без накида провязываю столбик с 4 накидами. Все очень просто. Наш ряд завершен. И обращаю ваше внимание, что это четвертый ряд, это последний ряд нашего раппорта в высоту. Первый ряд столбики без накида, плетение, столбики без накида и столбики с 4 накидами. Повторюсь, раппорт в ширину 8 петель, раппорт в высоту 4 ряда. Далее мы выполняем ряд столбиков без накида и приступаем к выполнению следующего нашего раппорта. Я начну выполнение следующего раппорта в высоту, а вы уже продолжите самостоятельно. Столбики без накида провязываются в вершинку и подвоздушную, то есть здесь все очень просто. Вот таким образом мы с вами вяжем до конца нашего ряда. УЗК 150, дубль 10. Мы продолжаем нашу работу, завершаем ряд. Напоминаю, что мы находимся на изнаночной стороне нашего полотна. Под воздушную я ввожу крючок, выполняю столбик без накида. И далее еще один столбик без накида выполняю в шестую воздушную петелечку подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не забываем провязывать именно этот столбик. Наш ряд завершен. И давайте посмотрим по лицевой стороне, как смотрится наш узор. Вот такая красота у нас получается, нежный, красивый и очень интересный. И я еще раз выполню плетение, а мы как бы повторим, да, с вами еще раз его выполнение. Я начинаю выполнение ряда 6 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Работу разворачиваем. 5 накидов на крючок. 3, 4, 5. Не спешим. И я ввожу крючок 1, 2, 3, 4, 5 в шестую вершинку. Отсчет начинаем с самой первой вершинки. И провязываем наш столбик с 5 накидами. 3, 4, 5 и 2. Далее
воздушная, не забываем. И еще один столбик с 5 накидами. 3, 4, 5. Пропускаю вершинку в следующую столбик с 5 накидами. Раз, два, три, 4, 5. Воздушная. И вновь 5 накидов на крючок. Раз, два, три, 4, 5. И теперь очень внимательно я завожу крючок сверху и снизу. От провязанной отсчитываю 1, 2, 3 и в 4-ю вершинку ввожу крючок и провязываю столбик с 5 накидами. 1, 2, 3, 4, 5 и 2. И воздушная, не забываем, сразу ее провязываем. Продолжаем работу. 5 накидов. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь мы заводим крючок снизу и сверху. И я ввожу крючок от провязанной вершинки 1, 2 во 2-ю вершинку. Берем поудобнее, мы потом с вами все поправим. 1, 2, 3, 4, 5. 2 и воздушная. И останавливаемся и смотрим. Вот наше плетение, видите, нежно, красиво и, я бы сказала, достаточно просто. Далее мы с вами продолжаем так выполнение нашего ряда и полотна на необходимую нам высоту. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать нежнейший узор. Раппорт в ширину у нас с вами 8 петель, раппорт в высоту 4 ряда. Вяжется достаточно просто. Само плетение очень популярно в интернете. Очень красиво смотрится, подойдет буквально для любого изделия. Вот так изнаночная сторона смотрится. И я предлагаю вам поэкспериментировать, то есть совместить это плетение. Допустим, вот я выполнила ряды полустолбиков, столбиков с 2 накидами. Вы можете просто выполнить, допустим, полустолбики, столбики с накидом, то есть более плотное полотно создать. Все зависит от вашего желания, от вашей фантазии и от того изделия, где вы планируете использовать этот красивый, интересный узор и необычное плетение. До новых встреч, творческих вам успехов и, конечно же, огромное спасибо за то, что вяжете вместе со мной.